Травма Зураба Тавберидзе. Как себя чувствует чемпион и сколько нужно времени, чтобы грузинский атлет вернулся в строй? Оценка своего выступления на турнире AMC от Артема Тайнова. Какие шансы у Геннадия Квиквиния против Артема Морозова? Виталий Лалитин против Льва Залутидзе. Сможет ли победить американца Тодда Хатчинса, чемпион AMC Ибрагим Сагов? Противостояние между Дэйвом Чаффи и Йорданом Цоневым. Все это сегодня в нашем выпуске. Это новости армрестлинга. И с вами я, Воинова Анастасия. И мы начинаем. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Зурабу Тавберидзе была сделана операция. Напоминаем, что Зураб сломал руку в поединке с Даволатом Цоревым. Как же сейчас чувствует себя грузинский чемпион? «Я вернусь с новой и более сильной рукой, очень скоро», написал у себя в инстаграме Зураб. Он настоящий боец, не унывает, а позитивный настрой безусловно ускорит восстановление. На моей памяти, к сожалению, тоже были такие случаи. Скорее всего, Зурабу понадобится примерно полгода, чтобы срослась кость, и как минимум 3 месяца на реабилитацию. А потом, я уверен, он станет еще сильнее. Вот что сказал Артем Тайнов после выступления на AMC. Я неправильно боролся верхом, надеялся на силу своей плечи-лучевой мышцы, а нужно было больше включать спину. Во Владикавказе Артем стал лишь 4-м, хотя выиграл действующего чемпиона AMC Зураба Тавберидзе. 6-й турнир AMC крымский рукоборец думает пропустить, чтобы лучше подготовиться к следующему. Артем, мы тебя просим, подумай еще раз. Ведь все болельщики, и особенно болельщицы, и я, кстати, в том числе, буду ждать твоего выступления. Уже совсем скоро нас с вами будут ждать бескомпромиссные схватки на турнирах «Восток против Запада». Вот интересно, какие шансы у Геннадия Квиквиния против Артема Морозова? Лично я буду болеть за Артема, уж очень он мне импонирует. Я думаю, у Геннадия шансы победить Артема небольшие, потому что Артем готовился бороться с непобедимым грузинским Халком Ливаном Сагинашвили. Учитывая опасность соперника, готовился Артем ой как хорошо. Гена, конечно, сильный и характерный спортсмен, и недавно он заслуженно победил Девона Лората. Он безусловно даст бой, но я думаю, Артем победит. Артем сейчас очень силен, он поднимает нереальные веса. Он прогрессирует от турнира к турниру. Будем ждать боя. Как у нас говорят, стол покажет. Сможет ли победить американца Тодда Хатчинса действующий чемпион AMC Ибрагим Сагов? Здесь я не могу болеть за конкретного спортсмена. Оба мне симпатичны. Поединок непредсказуем. Оба спортсмена крюковики. Таддил Хатчинс очень выносливый, а Ибрагим очень взрывной. Но если старик Хатчинс остановит чемпиона AMC, то Сагову будет непросто. Хотя мы видели поединки Тодда с быстрыми соперниками, к примеру, Рустамом Бабаевым. И в тот раз американец ничего не смог сделать со взрывным стартом Рустама. После поединка с Бабаевым Хатчинс обещал сделать работу над ошибками, и скоро мы узнаем, удастся ему это или нет. А еще нас ждет очень интересное противостояние между Дэйвом Чаффи и Йорданом Цоневым. Йордана я впервые увидел на шоу Вадима Акперова Moscow Arm Wrestling Cup, где он боролся с Сергеем Богослововым. Этот поединок просто взрывал публику. Оба спортсмена боролись в крюк, счет был 2-2, и только в последнем раунде Цоня вырвал победу, поэтому считаю, что этот поединок будет жарким. Друзья, кто по вашему мнению фаворит данного поединка? Напишите в комментариях.
Действующий чемпион AMC в тяжелом весе Виталий Лалитин скоро тоже выйдет на поединок с Ривазом Лутидзе. Здесь, как мне кажется, безоговорочно победит Виталий. Если считаешь по-другому, напиши в комментариях почему. Может быть, когда-нибудь организаторы AMC подумают над тем, чтобы включить в регламент проведения турнира пару категорий для спортсменов-инвалидов. А пока, уже 12 августа мы проводим турнир «Стальные руки», где будут армфайты среди людей с ограниченными возможностями. Соревнований с хорошими призами для здоровых людей достаточно много, чего не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Обращаюсь к вам с просьбой помочь мне в проведении данного турнира. Ваши деньги пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям турнира. Денежные средства можно перечислить по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все. Но надолго я с вами не прощаюсь. Вас скоро ждут новые выпуски. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравится ролик. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в соцсетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Озвучил ролик на безвозмездной основе Берсеркер Курбанов Эрик. Автор сценария и режиссер Зинатуллин Руслан.